Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Наконец-то мы тут собрались по важному, прекрасному, великолепному поводу. Пятница, а это значит, что Майли Сайрус наконец-то выпустила свою многострадальную пластинку Plastic Heart. Почему многострадальную? Потому что сначала ее не должно было быть вообще. Нас ждала эра She is Miley Cyrus. Это 3 пишки, которые сложатся в один альбом, но не срослось, не сложилось, бывает. Майли, в принципе, объяснила свою позицию, и она вполне логична и понятна, что альбом устарел еще до того, как вышел, поэтому работать с ним было уже неинтересно, да и продажи тоже оставляли желать лучшего, поэтому новая эра, новая Майли, все у нас интересно. Значит, что альбом вышел, уже состоялась премьера в Новой Зеландии часов 6 назад. Я переключаюсь обычно на другой Spotify, чтобы послушать альбомы пораньше, подготовиться, составить, потому что я разбираю песни, тексты. И, как обычно я делаю на своем канале, мы поговорим о каждой песне отдельно, и потом я сформулирую свое какое-то мнение об альбоме и выставлю оценку. Поэтому давайте, наверное, не тянуть и начнем с песен, чтобы уже перейти потом ближе к делу. И открывает альбом песня What the fuck do I know? И тут нам Майли дает понять с первых же нот, что на альбоме нас ждет прям жара. Инструментал, как и в куплетах, так и в припевах, просто бешеный, очень такой роковый, очень яркий, очень насыщенный. Мне очень нравится, как он звучит. Тут же у нас супер просто иконичная строчка в первой же песне Maybe getting married just to cause a distraction. То есть тут она просто говорит о том, что она, по сути, can be tamed. То есть такое логичное продолжение ее альбома 2011 года или 2010. Как Майли рассказывала, это первая же песня, которую она написала для этого альбома, она же первая в трек-листе, и тут у нас такое отражение того, что Майли не готова идти в мейнстрим, что она всегда будет немножко отличаться и будет самой собой, несмотря на то, что диктует общество вокруг нее. Да, возможно, то, что она будет делать, будет не принято, это будет катастрофа, это будет скандалом, но главное это то, что она при этом будет оставаться самой собой и верной себе. А тут же она задается вопросом на тему того, что права ли она в принципе, что двигаться дальше и не оглядываться назад на события, которые произошли, а мы понимаем, что во многом на альбоме будут темы поднятые про ее брак с Лиамом Хемсвортом, который, увы, не сложился, про ее прошлые отношения, про то, как медиа ее критиковали за эти отношения. И тут Майли поднимает эти темы сразу же. То есть видно, что альбом весьма личный. Также мне очень понравилось гитарное соло в этой песне. В принципе, она очень яркая, такая крутая, громкая, честная. Работали над этой песней продюсеры Эндрю Уатт и Райан Теддер из One Republic. И я тут буду концентрироваться на продюсерском составе песен, потому что это важно, потому что тут немножко разные составы. Очень много над чем работал Эндрю Уатт. Не знаю, как правильно, точно, наверное, Эндрю Уатт. Потом к нам присоединится Марк Ронсон, Макс Мартин, и кое-где будут старые продюсеры, с которыми Майли работала еще над She's Coming. Вторая песня на альбоме — это Plastic Hearts, то есть та, в честь которой называется, собственно, альбом. И тут, ребята, я влюбился в эту песню, правда, очень сильно. Припев огонь. Напоминает, знаете, такую более взрослую, более роковую, более тяжелую версию песен с альбома Can Be Tamed. И это действительно какое-то такое логичное продолжение и рост. А на песне такой немножко tropical vibe, тропический, за счет того, что там вот эти вот барабаны такие ударные, не знаю, как точно они называются, но те, кто слушал, те поймут. И это, кстати, сэмпл трека Rolling Stones из, по-моему, конца 60-х, называется Sympathy for the Devil. Припев, конечно, огнище. Просто у меня мозг взрывается каждый раз, мне безумно нравится, как это звучит. Очень так ярко, очень дерзко, просто великолепно. Тут у нас такая чисто рок-композиция о духе свободы, о любви, о чувствах, о том, что ты испытываешь, находясь, возможно, в каких-то интересных состояниях и не только алкогольных. Поэтому трек просто пушка, наверное, из несингловых мой самый любимый на альбоме. А вот трек номер 3, это у нас уже первая баллада на альбоме, называется Angels Like You. И тут у нас такие размышления о том, чем является любовь для Майли, как она вообще это пытается объяснить, чувствовать и передать нам в тексте. Начинается песня вообще про ее
бывшую девушку, которую зовут Кейтлин Картер, с которой она начала встречаться после того, как развелась с Лиамом Хемсвортом. Это понятно по отсылкам, которые она делает в самом начале песни, где она поет про тату роз, которая у них с Кейтлин парная, которую они сделали в поездке в Европу. А тут же у нас, возможно, упоминается и Лиам, потому что Майли поет про человека, которого она поставила на колени или на колено, и, как мы знаем, Лиам ей сделал предложение, соответственно, это, скорее всего, про него. Собственно, тут у нас очень чувственная, такая правильная рок-баллада. Наверное, одна из лучших ее баллад, если не лучшая, со времен альбома Younger Now. Четвертая композиция у нас идет первый фит на этом альбоме. Это песня Prisoners Dua Lipa, которая вышла уже некоторое время назад. Мы ее уже, естественно, все послушали. У меня есть отдельное видео с реакцией и обсуждением этой песни, поэтому его можно посмотреть, наверное, в подсказке или в ссылке в описании, неважно. Если вкратце, то трек не вызвал у меня каких-то супер позитивных эмоций. Это весьма неплохая песня, она такая достаточно большая по своему звучанию, то есть, если можно так описать музыку, и более она, знаете, предназначена для обычного слушателя, то есть включить на радио, послушать фоном, не вникать особо в текст, в сюжет, и в ней нет такого яркого рок-составляющего момента, который все-таки заставляет чуть более напрягать мозг и понимать вообще, что это Майли, что она делает что-то другое, и как она двигается в музыкальном направлении. Это такая больше диско-песня, похожая по звучанию на треки Дуа Липы из Future Nostalgia. Пятым у нас идет трек Give Me What I Want, и эта песня писалась как раз-таки для альбома She's Miley Cyrus, который должен был выйти еще где-то 1,5 года назад. Мне в этой песне не нравится, как обработан вокал Майли, и в целом слышно по инструменталу, по обработке вокала, по тексту, что трек писался давно и с абсолютно другой командой продюсеров, потому что тут работали продюсеры Москаси и Тампози, которые писали для Майли альбом She's Coming и работали вместе с ней над аранжировками, и это слышно. Да и сама тема песни, она ближе к каким-то любовным воспоминаниям, страсти, любви. Все-таки тема уже немножко избитая и изжившая себя, то есть хотелось бы, чтобы Майли как-то двигалась все-таки дальше с более новым материалом, с новой темой. Да и песня коротковата, всего 2,5 минуты. Если вы смотрели мой обзор на альбом Арианы Гранде, то я придирался очень сильно к хронометражу треков, и тут не исключение. Шестая у нас идет вторая коллаборация с альбома, и тут у нас рок-легенда Билли Джоэл и трек Night Crawling. Песня очень агрессивная, особенно тут агрессивный инструментал, и, если честно, это немного сбивает с толку, потому что слушается немножко тяжеловато, она такая немножко, знаете, не собранная до конца в такую вкусную конфету. Мне кажется, что на этой песне как раз-таки случилось такое понятие, как overproduction. Это когда слишком сильно работали над песней, очень долго переработали ее немножко. Я считаю, что тут переборщили с электронной составляющей, из-за этого слушается как-то немножко странно, как будто что-то не ложится в этой песне правильно друг на друга. А в целом это такая чисто рок-панк песня, понятная, с очень логичным мотивом, но, возможно, она все-таки не для моих ушей, да и, в принципе, текст слишком простоват. То есть это такая больше песня, знаете, покачать головой и все, и забыть. А вот седьмой у нас идет песня Midnight Sky, которая была лид-синглом с альбома, и мне очень нравится, как получился переход из прошлого трека Night Crawling в Midnight Sky, потому что такая агрессивная, очень тяжелая песня вдруг резко переходит в вот такой глэм-рок диско Midnight Sky, и звучит прям очень круто. Про Midnight Sky у меня тоже есть отдельное видео, поэтому заостряться на этой песне мы не будем. Восьмой у нас идет песня под названием High, и тут у нас уже вступает в команду продюсеров Марк Ронсон, и это, конечно, красивущая баллада, и когда Майли начинает работать с Марком Ронсоном, и мы уже слышали несколько их совместных работ, у них, знаете, из каких-то неожиданных щелей у обоих начинают выползать их кантри-мотивы. И тут песня, несмотря на то, что не чистая кантри, отсылки к нему есть. Может быть, это, конечно, звучит не очень в тему данного альбома, и я с этим, в принципе, согласен, но песня очень чувственная о том, как сказать прощай и все еще, знаете, находиться на таких крыльях любви, то есть летать где-то в небесах на крыльях, а чувства и отношения уже закончились, и тут вот Майли рассуждает на эту тему.
Баллада великолепная, как я считаю, хоть и немножко не в тему самого альбома. Именно музыкально, не по тексту. По тексту все очень хорошо. А 9-я композиция — это «Hate Me», и тут у нас уже песня не об отношениях, а о славе и о том, как общество, медиа воспринимает Майли, о том, как ее принято ненавидеть и критиковать за любой ее шаг, каким бы он вообще ни был, Майли всегда во всем виновата, только она. И тут она размышляет на тему того, как бы поменялось мнение общественности, ее друзей, прессы, если бы она умерла. Весьма, знаете, интересный трек, есть над чем подумать, очень такой темный местами по размышлениям и достаточно откровенный и честный. Такой, знаете, манифест прессе, которая решила критиковать Майли, в принципе, за все и всегда. 10-м у нас идет трек Bad Karma, который слили уже, не знаю, 100-500 миллионов лет назад. Все, конечно, слышали сольную версию самой Майли, но тут у нас сюрприз, потому что трек Майли перезаписала вместе с легендой самой Джоан Джетт, с которой Майли уже давно знакома, неоднократно вместе пела, но это их первая именно коллаборация альбомная. Работал над треком Марк Ронсон, и получилось просто великолепно, просто конфетка, трек потрясающий. Вот этот трек, который из разряда ты его первый раз слушаешь, и он мгновенный хит, тебе хочется его переслушивать, добавить в плейлист. Я надеюсь, что его сделают синглом рано или поздно. И песня, несмотря на то, что мы ее уже там 9 месяцев назад послушали, причем в хорошем качестве, звучит свежо, звучит великолепно, звучит прекрасно, звучит вне времени, вообще все у нее тут хорошо. А также тут есть важная строчка, на которой концентрируется Майли вообще из всего альбома, это Bad Karma When You Live a Double Life, и она рассказывает о том, что у нее даже сделана татуировка с названием, со словом Cold-Blooded, и о том, что ее продюсеры называют хладнокровной. Хотя вот, для меня, правда, это был сюрприз, потому что, Майли вообще никак не ассоциируется с человеком, который хладнокровный. И Джоан Джетт, конечно же, звучит великолепно, она сразу же эту песню делает максимально роковой композицией, звучит в тему, голоса сочетаются великолепно, трек просто потрясающий. 11-й трек — это Never Be Me, и тут у нас Майли рассуждает о независимости, о том, что она всегда будет дикой, всегда будет предоставленной самой себе, несмотря ни на что, ни какие-то отношения, женитьбу и другие ограничивающие в обществе обстоятельства. А тема для Майли очень личная, во многих интервью она очень много говорила об этой песне, видимо, для нее эта тема всегда останется очень важной. Звучит очень красиво, припев и инструментал относят это к тематике альбома Plastic Hearts, хотя я тут, конечно, слышу больше стиль альбома Bangers как раз-таки. Песня в целом хорошая, каких-то претензий у меня к ней нет. И закрывает альбом, мы тут говорим только о обычной стандартной версии альбома, не будем особо вдаваться в делюксы. Закрывает альбом песня Golden G-String. И эту песню Майли писала уже достаточно давно, в 2017 году, после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. И тут она говорит о мнениях других людей и о действиях, которые происходят вообще, знаете, такие провокационные в обществе, и о том, что она, как поп-звезда, эти провокационные действия может делать и вообще должна, потому что это часть развлекательной функции шоу-бизнеса. И тут она как-то обращается к тому, что президент страны, кем являлся Дональд Трамп, не должен выполнять такую функцию, потому что он представляет страну. И при этом странный парадокс, что Майли, как артиста, которая, в принципе, должна делать какие-то нестандартные вещи, ее за это критикуют. А президента, который выполняет важную роль страны и делает из себя какое-то шоу, его не критикуют, и ему все это сходит с рук. А тут же она говорит о том, что артист вообще должен концентрироваться на искусстве и работать над этим, развивать себя и доходить до какого-то нового уровня каждый раз с новой ступенью. А также и в других вещах, как, например, шоумен не должен руководить страной. И что каждый должен фокусироваться на том, что делает их особенными, что им нравится, и творить в этом направлении. И нельзя быть всем и сразу подряд. Весьма интересный трек, как для закрытия альбома, в принципе, хороший. Работала над этой песней, как и над большей частью альбома, она с Эндрю Уаттом, который в последние несколько лет стал весьма популярным среди звезд-продюсером. Он работал и с Камилой Кабелло, и с Бибером, и с Avicii, и с Five Seconds of Summer. Он писал некоторые песни для Norman fucking Rockwell, Ланы Дель Рей. С Дуа Липой он работал над Future Nostalgia, поэтому тут, конечно,
вполне очевидно, почему Майли захотела с ним поработать. Ну и на этом стандартный трек-лист альбома, в принципе, закончен. Плюс у нас, конечно, будут записи лайфов с Backyard Sessions. Также у нас будет трек Heart of Glass. Это кавер на Блонди, конечно же. Мне очень жаль, что не попал в альбом на Deluxe кавер на трек Communication, потому что просто мне дикие эмоции от этой песни. Но вот, в принципе, альбом-то и закончился, и давайте, наверное, переходить к выводам. Значит, самое что главное, я хочу этот альбом охарактеризовать 3 словами. Это принятие, самосознание и свобода. Примерно вот так вот этот альбом выглядит в рамках карьеры Майли. Тут она нашла некий баланс того, что она хочет делать, как она хочет звучать, выглядеть, что она хочет писать, и она, собственно, работает в этом направлении, нельзя ее за это судить. Ну и, наверное, самое главное, что стоит сказать, это то, что Майли не разочаровала. Она развивается, она растет как артист, для нее каждая эра — это что-то новое, это изменение, это эволюция, это пробование чего-то нового, потому что, несмотря на то, что у нас уже были попытки Майли идти в такой легкий рок на Can't Be Tamed, тут у нас уже все-таки более концептуально роковая пластинка с более тяжелыми текстами и аранжировками. Конечно, это не чистый рок, тут у нас и поп-элементы, и кантри-элементы, и глэм-элементы, и диско-элементы, но это все складывается в вполне неплохую картинку. И вот этот вот винегрет жанров, он особо не напрягает, а звучит весьма приятно. Хотя, конечно, при этом какой-то концептуальной и цельной работу назвать сложно. И я это признаю. Но в целом мне доставляет дикое удовольствие смотреть на то, как развивается Майли и в целом как она позиционирует себя, потому что она действительно является одной из самых талантливых, разноплановых и интересных артисток нового поколения. И данный ее эксперимент показывает то, что сейчас она находится в правильном месте в своей карьере, то, что она делает то, что ей интересно, и при этом выдает хороший материал, что немаловажно. И Майли при этом остается верна сама себе, делая то, что считает правильным, а не то, что займет верхние строчки в чартах Billboard. Лучшими песнями с альбома я бы назвал, конечно же, Midnight Sky, Bad Karma и Plastic Hearts. А самыми слабыми я бы назвал Gimme What I Want, наверное, Prisoner все-таки с Dua Lipa и Nightcrawler. Ну и в целом я альбом хвалю, это очередная ступень эволюции для интересной, талантливой, очень разноплановой артистки, которая в последние несколько лет стала фактически синонимом слова разноплановость и мультижанровость в современной поп-индустрии. Ну и моя оценка альбому — это 8.0 из 10. Спасибо, Майли. Есть великолепные песни, которые надолго-надолго застрянут в плейлисте. Хороший альбом, неплохая концепция. Не очень мне нравится, как выглядит обложка, но при этом внутри буклеты сделаны просто великолепно. Я уже подумываю о том, что надо, наверное, будет идти покупать диск, потому что я хочу его себе в коллекцию. Ну вот как-то так, такие у меня получились мысли и обзор альбома Miley Cyrus Plastic Hearts. Наконец-то мы его дождались. Если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите в комментарии, как вам новый альбом Miley Cyrus, какие у вас любимые песни, нелюбимые, что понравилось, что не понравилось, как звучит пластинка в целом и какую бы вы ей поставили оценку. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.